Это Индия образца 1857 года, если верить аннотации фото, что следует делать далеко не всегда. Для чего в стране, имеющей в то время, да и сейчас, множество малообеспеченных людей, такие корабли? Это даже не предмет первой необходимости. Можно возразить, что в любом подобном обществе есть богатые и сверхбогатые люди, которые могут позволить себе подобное. Но в данном случае все объясняется разрухой на заднем плане и полузатопленными кораблями. И этот манерный корабль просто брошен. Не будем вдаваться, кем он брошен и почему, а отметим для себя, что его как минимум надо построить, произвести и уметь им управлять. Но как управлять именно таким? Наше прошлое на поверку оказывается не таким простым. Впрочем, к кораблям мы еще вернемся. Или другой пример. Во многих музеях мира и просто в старинных помещениях находится много люстр и подсвечников с отверстиями для помещения в них каких-то предметов. Нас постоянно убеждают, что в эти люстры вставлялись свечи, и это при том, что от пола до самих люстр имеются значительные расстояния, а на потолках нет ни малейшего следа копоти. И вдруг оказывается, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. Это зал для трапез где-то в США XIX века. Как видим, свечи здесь как-то далеки. И в то же время, даже если свечи условно заменялись стаканами с какой-то жидкостью, их надо для образования света как-то поджигать и дозаправлять. Как это можно сделать при таком количестве? Но даже не это интересно, а то, как это произвести и что это вообще такое. И куда это исчезло, причем бесследно, и заменилось легендами о свечах из органических материалов. Наше прошлое смотрит на нас с пугающей откровенностью подобных фотографий. И виртуальная дорога в это прошлое была бы явно непростой. Например, такой. И шишек на такой дороге пришлось бы набить немало. Но, продолжим. Это таможенный терминал образца 1865 года где-то на побережье Тихого океана. Таможня, как, впрочем, любое другое государственное учреждение, по определению не может функционировать без каналов связи с единым центром. И если от таможенного терминала до этого центра сотни километров, курьерская связь по понятным причинам отпадает сразу. Без средств связи подобный пункт сбора пошлин стал бы легкой добычей морских грабителей или коммерческой организацией. Полагаю, все поняли, о чем я. И глядя на это фото, попробуйте угадать, какая там была связь. И это до Попова и Маркони. Полагаю, не стоит ломать голову, достаточно взглянуть на вид типового почтового отделения из Бразилии от XIX века. Пусть это не фотография, но на определенные мысли наводит. Прошлое поражает нас удивлять. Возможно ли было существование беспроводного телеграфа до его официального изобретения? Очевидно, да. Только в XIX веке произошла неведомая нам перезагрузка массового сознания, причем в мировом масштабе, пусть даже где-то и с опозданием на полвека-век. Как она могла произойти? Это другой вопрос, но факт имеет место быть, после нее весь мир начал думать по-другому. В том числе и про свое прошлое. Это Швейцария образца 1850-60-х годов. Наверное, если заменить всех людей с фото на рыцарей, выглядело бы тоже вполне реалистично. Особенно возле афишной тумбы на заднем плане. Странная, кстати, тумба какая-то. Она явно отличается от своих современных видов и даже от рудиментов старых тумб, еще местами сохранившихся в Европе. Взгляните на ее крышу. Официально, вроде бы, уличные уборщики хранили в таких тумбах свой инвентарь. А что там было на самом деле? Но здесь интересно несколько другое, то общество, изображенное на фото, имело такое качество жизни, которое позволяло им производить такие вот тумбы для рекламы культурных мероприятий. Это явно не предметы первой необходимости, которые нужны при феодальном строе, чтобы выжить. Но это только Европа. А как же остальной мир?
А это простой американский автобус образца 1870 года. Интересно, как он работал? Теперь уже, наверное, не узнаем. Особенно интересно выглядят колеса. Слово «шина» применительно к колесам еще окончательно не вышло из оборота, по крайней мере в русском языке. И в то же время в технике этим словом называют проводник, на который монтируют другие подходящие или отходящие проводники меньшего сечения для осуществления электрического контакта. Невольно вспоминаются дорожные мостовые из металлических деталей, которые еще кое-где сохранились. Неужели это и есть тот самый случай? И, кстати, автомобиль такого типа еще надо произвести. Судя по его виду, в кустарных условиях это невозможно. Вот бы сесть на такой автобус и поехать в это самое прошлое, но будем реалистами и посмотрим на корабли прошлого с того же континента. Когда впервые увидел корабль на заднем плане этого дагеротипа, думал, показалось. Уж слишком смело он выглядит, не находите? Пусть там есть две трубы, этот факт совсем не удивителен. Но что из них торчит, запомните эту деталь труб и что находится чуть дальше труб. По официальным данным, дагеротипы стали резко вытесняться обычными фотографиями после 1850 года, и есть все основания полагать, что это фото одни половины XIX века. И как оказалось, это совсем не ошибка. Поскольку это рисунок, прошу сейчас обратить внимание только на самую верхнюю часть корабля. Для чего там нужна та самая в некотором роде церквушка? Наверное, ее политкорректно стали называть капитанским мостиком, и находился там Цаптаин, крышка для чего-то там, который с течением времени после той самой перезагрузки превратился в корабельный чин. Видимо, был в этой конструкции какой-то секрет, который вращал гребные винты таких кораблей. Может, все же это есть ошибка? Совсем нет. Наше прошлое уплыло вместе с этими кораблями, причем уплыло так, что практически отовсюду были удалены их следы и подброшены фотографии совсем других кораблей. И, кстати, чтобы изготовить такой корабль, завод нужен еще серьезнее, чем для рассмотренного выше автобуса. Но Америка есть Америка, ее возможности тогда и сейчас были немалыми. А что происходило на других континентах? Подобная конструкция в очень упрощенном виде, к примеру, освещает крыльцо какого-то дома в Южной Африке. Просто освещает, не имея к тому же никаких подходящих проводов. А это, между прочим, начало XX века. Тоже прошлое, причем совсем недавнее. Почему же нигде не осталось ничего подобного, даже просто в человеческой памяти? И неужели это было так просто? В Египте времен правления Исмаил-Паши, конец XIX века, подобные конструкции занимались трансляцией музыки в окружающее пространство. Да, именно трансляции, как сейчас это делают микрофон и усилительная аппаратура. Надо отметить, Исмаил-Паша получил европейское образование, и подобные идеи музыкальных ретрансляторов он привез, скорее всего, оттуда. Сохранилось множество фотографий таких музыкальных киосков практически из всех крупных городов Европы того времени. Каким же уровнем развития обладало общество в том самом прошлом, если оно умело создавать подобное, чего не сделать и сейчас? А в Австралии с помощью таких конструкций просто добывали воду. Без всяких громоздких гидравлических систем. Австралия, кстати, является континентом, большую часть которого занимают пустыни с непригодными для жизни условиями. Именно из-за отсутствия воды. Как же в прошлом так получалось, что проблему решали таким легким способом? И что за волшебными свойствами обладала та самая конструкция, дающая усиленную музыку, свет и тягу в корабельных двигателях? Какими сакральными знаниями обладали мастера, которые создавали подобное волшебство? Но уж если это сохранилось на фото, то волшебства тут нет совсем. Но и это еще далеко не все. Угадайте, в каком веке сделано это фото внутреннего интерьера какой-то из церквей Бразилии. По аннотации архива это 1885 год. Интересно, а молились ли вообще в таких местах?
Там просто постоять и посмотреть на все это великолепие уже приносило духовное исцеление, не говоря уже о том, что по многочисленным данным, в таких местах исцеление совершалось путем влияния на человека неких физико-химических процессов, которые сейчас забыты или хранятся под строгим секретом. Увы, все эти атрибуты прошлого тоже ушли, вместе с тем самым прошлым. И снова Австралия, где в начале XX века подготовили какой-то из городов Нового Южного Уэльса под торжественный прием герцога Йоркского. Почему-то после 1920 года подобные иллюминации пропадают, и не только в Австралии, но и по всему миру. И как ни парадоксально, это происходит именно в то время, когда начинается научно-технический рывок XX века. Так может, тот рывок был совсем не в ту сторону? Как-то странно, но мы снова видим аналог той же конструкции, как и на капитанском мостике того самого корабля. Как вы думаете, возможно ли в принципе на заводах, где стояло подобное оборудование, эксплуатация человека человеком, как воспел другой не менее известный классик? Ответ напрашивается сам собой. Труды обоих этих классиков написаны гениально и во многом очень даже правдиво, но они написаны про совсем другие заводы, которые пришли на смену этим самым заводам из прошлого. Заводы, которые пришли вновь, как раз обладали всеми атрибутами, а именно пролетариатом и его эксплуатацией. Наверное, это и есть та самая буржуазная революция, о которой вскользь упоминалось в учебниках истории. Ну а заводы прошлого также канули в лету, оставив, может быть, для своих преемников старые здания. Как же так незаметно могла пройти перезагрузка таких масштабов и размеров? На рисунке изображена труба, та самая, из которой никогда не шел дым. В различных материалах исследований эти трубы многократно описаны. Остатков этих труб сохранилось еще немало. Но здесь на такой трубе просматривается нечто, что не наблюдалось ни на фото, ни на оставшихся трубах. Что это за таинственная деталь? И вспомним тот самый дагерротип с кораблем, трубами и непонятными деталями на этих трубах. Совершенно случайно нашлось старое фото железной дороги Швейцарии от XIX века, и загадка решилась сама собой. Увы, все имеющиеся остатки подобных сооружений во всем мире доработаны, а именно их верхняя металлическая часть демонтирована полностью. Если на кораблях эта конструкция стояла для вращения винтов, то здесь то зачем? Ответ снова очевиден. Это устройство, которое обеспечивало тягу всех локомотивов, ехавших по данному шлейфу дороги. Или, кто в курсе, то, что делают сейчас ТЧ и ШЧ, вместе взятые железнодорожники поймут, о чем речь. Делало всего лишь одно это здание. И делало, надо отметить, без сбоев и человеческого фактора, как часы. Ничего себе было прошлое. Остатки подобных сооружений иногда сейчас обозначают как водоемные здания при железной дороге. Не исключено, что так оно и есть, но подобные факты надо тщательно проверять. Вероятно, что подобные здания в старом виде, с железным куполом наверху, были многофункциональными и не только осуществляли тягу, но и хранили запас воды для паровозов. После той самой перезагрузки железная часть была снесена полностью, что в общем сделать вполне легко. И то же самое было сделано на тех самых бездымовых трубах, которые, скорее всего, были упрощенной формой подобных зданий. Но это тема для отдельного рассказа.